Российские авиазаводы и аэродромы в зоне особого внимания. Почему российское ПВО не может справиться с БПЛА? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Дважды под ударом. В Таганроге новый прилет в уникальный самолет-разведчик А-50, который был на ремонте после атаки БПЛА в Беларуси. Один з цих літаків він отримав пошкодження фюзеляжу. США готовились к ядерному удару России. Обеспокоенность Белого дома была настолько серьезной, что для разработки ответных мер были созданы специальные группы. Киберпартизаны передали привет Лукашенко и поздравили бойцов полка Калиновского. Як все диктаторы, он закончит вельми кепско. Дорогие зрители, для нас важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украина уделила особое внимание своим фортификационным сооружениям и стала быстрее их строить. Об этом сообщает британская разведка в своем новом отчете. Собственно, новые линии обороны должны помочь Украине и одновременно нарушить планы россиян. Кроме того, эти линии обороны станут причиной новых и еще больших потерь среди российских оккупантов. К такому выводу приходят британские аналитики. Они также считают, что создание основных крупных оборонительных позиций свидетельствует о затяжном характере конфликта между Москвой и Киевом. Украина почти наверняка ускорила строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта. Сюда входят противотанковые «Зубы дракона» и «Рвы», пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции. Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий снизит способность России продвигаться вперед и использовать тактические преимущества в рамках продолжающихся наступательных операций. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс принял на себя удар нескольких БПЛА. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые демонстрируют в сети ОСИНТ-аналитики. Можно четко рассмотреть разницу между тем, как выглядели ангары завода до и после атаки. В частности, крыша одного из зданий, в котором потенциально мог находиться самолет-разведчик А-50, пробита. Напомню, что украинские силы обороны уничтожили уже 2 таких самолета лишь в этом году, но произошло это в небе над Азовом. Если беспилотникам удалось пробить крышу, то полезной нагрузки в них было бы достаточно, чтобы нанести вред оборудованию, находившимся внутри самолета. Однако нет никаких признаков значительного пожара внутри ангара, следовательно, тяжело оценить степень ущерба. Дальнейший анализ спутниковых снимков показывает, что при атаке на аэродроме находилась как минимум одна батарея С-300-400. Если она не была приманкой, то это свидетельствует о способности украинского БПЛА обходить российские системы ПВО, даже в непосредственной близости от стратегических объектов. Напомню, что налет дронов на Курскую и Ростовскую область произошел в ночь на 9 марта. Жители регионов сообщали о взрывах и вспышках, а российская Минобороны традиционно о том, что потерь нет. И вообще, говорят, установили рекорд и над регионами сбили 47 украинских БПЛА. Украинские же военные аналитики уверены, что дроны таки достигли целей и самолет А-50 был поражен. А-50, який там знаходився, це був саме той, який свого часу був пошкоджений в Білорусі. Ми пам'ятаємо цю історію, коли на території Білорусі розміщувалися ці літаки дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, і один з них отримав пошкодження дроном своєї радіолокаційної системи GMI. Після цього його відправили до Російської Федерації, де повинен він був пройти комплекс ремонтних робіт. Але є нюанс. І нюанс полягає у тому, що на сьогодні Росія технічно та технологічно не може ремонтувати саме ці комплекси. Довгий час саме цей літак А-50, він знаходився під відкритим небом, не захищений, не в ангарі. І саме за рахунок як мінімум 3 прильотів, які відбулися по комплексу Барієва в Таганрозі, один з цих літаків він отримав пошкодження.
фюзеляжу. Горячо было и в другой точке России. Пылал один из ангаров возле аэропорта Санкт-Петербурга. В это же время на 1,5 часа были введены ограничения на полеты. Российские пропагандисты радовались, что в небо над Ленобластью была поднята авиация, и истребитель якобы покромсал БПЛА противника. Если бы Россия ударила по Украине ядерным оружием, то Соединенные Штаты ответили бы своим ударом, однако далеко не ядерным. О детальных планах США и угрозах со стороны России пишет The New York Times. Авторы публикации сообщают, что пиком озабоченности возможной ядерной атакой России был октябрь 2022 года. Именно тогда Путин активно пугал мир ядерной войной и говорил о том, что может нажать на красную кнопку своего чемоданчика. В Белом доме по этому поводу шли дискуссии, собирались специальные комиссии и, как итог, пришли к выводу: применять ядерное оружие в ответ на российский ядерный удар не будут. Обеспокоенность Белого дома была настолько серьезной, что для разработки ответных мер были созданы специальные группы. Представители администрации заявили, что ответные действия США должны быть не ядерными. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то драматическая реакция, возможно, даже обычная атака на подразделение, запустившее ядерное оружие. Иначе они рискуют воодушевить не только Путина, но и любого другого авторитарного деятеля с ядерным арсеналом, большим или маленьким. Европа должна быть готова к тому, что США могут выйти из НАТО. Такой сценарий возможен, если Дональд Трамп вновь станет президентом Америки. В этом уверены неназванные дипломаты из стран-членов Альянса своими мыслями. Они, в частности, поделились в интервью The Telegraph. Я думаю, что теперь стало намного безопаснее. Да, правда, сейчас стало безопаснее, однозначно. В первую очередь мне стало спокойнее, и я чувствую себя в этой безопасности. Россия недалеко, и нам определенно было необходимо вступление в Альянс. Киберпартизаны взломали сайт добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Беларуси и поздравили пользователей со второй годовщиной основания полка Костуся-Калиновского, бойцы которого воюют на стороне ВСУ. На сайте ДСААФ можно было прочесть следующее в адрес бойцов: «Пока живут такие белорусы, живе и Беларусь». Стоит отметить, что поздравили полк Калиновского и в украинской разведке. Там считают, что Беларусь обретет настоящую свободу, когда падет обескровленная поражением Россия. Уже тогда, благодаря полку Калиновского, Беларусь будет иметь основу своей новой армии, опытную и закаленную огнем знаменитых битв. Лукашенко – это продукт своей эпохи, это такая реинкарнация совка, и в горшем его проявлении человек с великими комплексами, напевно, які тягнуться з його ще дитинства. Ён не зрозумів, що його історичний час пройшов, і по його вираженню этими синіми пальцами якраз і тримається за свій трон. І як всі диктатори, він закінчить вельми кепсько. И напоследок о тех, чья эпоха тоже давно прошла, но есть шанс на вторую жизнь. Ученые собираются воскресить мамонтов к 2028 году. В частности, исследователи британской биотехнологической фирмы заявили, что впервые создали индуцированные плюрипатентные стволовые клетки для азиатских слонов, ближайших существующих родственников мамонтов. Это означает, что они могут использовать эти клетки для дальнейших исследований и, возможно, создания мамонтов с помощью методов клонирования и редактирования генов, пишет об этом The New York Times. Создание этих стволовых клеток для азиатских слонов уже назвали значимым научным достижением. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X.
Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.